Всем привет! С вами Виктория, и мы в Египте. В последнее время подписчики задают одни и те же вопросы. Как приехать в Египет, как обосноваться в Египте и кем можно работать в Египте. И сегодня мы вместе с Анной ответим на все вопросы ваши. Информации будет очень много, поэтому, возможно, видео будет не одно, а несколько. Но мы ответим на все вопросы. Итак, первый вопрос, Аня. Как лучше приехать в Египет? Приехать в Египет можно разными способами. Легче всего купить тур и прилететь. Но сегодня мы будем говорить о другом. Мы будем говорить о том, как же приехать в Египет самостоятельно. Многие боятся лететь жить в Египет, говорят, как же страшно, Африка вообще самое непонятное, все тут как все происходит. На самом деле Египет одна из самых безопасных стран, где жить очень хорошо, комфортно. Многие женщины боятся лететь. У меня туристы все время, когда женщина летит с ребенком, опасались, как мы пойдем, как мы будем вообще выходить за территорию отеля, нас тут украдут, нас тут обидят. Нет. Хочу сказать, что в Египте туристам можно совершенно безопасно, вообще женщинам, хоть среди ночи можно самим ходить по улицам, вас тут никто не тронет. Очень хорошо работает туристическая полиция, поэтому в Египте жить совершенно безопасно. Да, есть определенные моменты, на которые стоит закрывать глаза, если вы хотите тут жить. Где-то грязно, где-то пыльно, где-то приставучие могут быть продавцы, но это все мелочи по сравнению с волшебным Красным морем, солнцем, изобилием фруктов. И вообще египтяне очень добрые, дружелюбные. Они такие, как дети, где-то наивные и помогут, подскажут. В общем, жить тут хорошо. Прилететь можно по-разному. Можно прилететь регулярными рейсами, можно прилететь чартерными рейсами с пересадкой или прямым рейсом. Цены очень разные, поэтому, если вы думаете лететь, заранее посмотрите, какие даты вам подходят. Желательно, чтобы был зазор между датами, чтобы вы могли выбирать из нескольких дат. И начинаете мониторить билеты. Можно делать это самим на сайтах поиска билетов, можно обратиться к турагенту. В общем, надо посмотреть, как вам лучше прилететь. После того, как вы уже будете понимать, как вам лететь, вы должны определиться, где же вы хотите жить. Есть разные районы. Есть центральные, которые шумные, активные. Есть подальше от центра, которые тихие. Всем нравятся разные. Кому-то нужна активность, кому-то нужна тишина. Поэтому подумайте, где вам нужно жилье и что для вас главное. Есть разного варианта жилья. Есть небольшие, недорогие студии. Есть большие апартаменты, виллы. Вариантов бронировки жилья очень много. Но вы должны для себя понимать, в какое вы жилье хотите, в каком районе. На канале у Виктории есть видео о разных районах Египта и о недвижимости. Поэтому советую вам посмотреть, чтобы вы для себя понимали, какие есть районы и какая есть недвижимость. Многие боятся ехать жить за границу, говорят, что я не знаю языка, как же я буду тут общаться. В Египте, особенно в курортных городах, общаться очень легко. Тут очень много русскоязычных и живущих здесь, кто приехал жить, и местные хорошо знают русский язык. Поэтому не бойтесь, вы везде сможете объясниться, и в магазине, и на базаре, и в банке, и на пляже, и на экскурсии, в общем, где угодно вас поймут, вот этого не стоит бояться. Также тут очень много разных активностей для русскоязычных. Это различные мастер-классы, танцевальные кружки, спортивные занятия. В общем, найдется чем заниматься и взрослым, и детям. Тут комьюнити русскоязычное очень большое и активное. Главное правильно найти своих людей, с которыми вам приятно и комфортно. Если вы хотите узнать полезную, а главное правдивую информацию о жизни в Египте, подписывайтесь на канал Виктории. Я сама, когда ехала сюда жить, смотрела канал и для себя нашла очень много полезной информации, которая мне помогла, когда я приехала. Я уже много знала о том, какая тут жизнь, и мне было достаточно легко в нее влиться. Жизнь в Египте относительно недорогая, по сравнению с другими странами.
Во-первых, тут круглый год есть свежие овощи и фрукты. Да, сейчас все подорожало, ну, как во всем мире все подорожало. Но все-таки тут цены относительно нормальные и лояльные. Все время есть сезон каких-то фруктов. Зимой был сезон клубники, она была дешевая. Сейчас сезон персиков идет, арбузов. Все дешево, очень вкусно. Скоро начнется сезон манго. В общем, постоянно тут есть свежие фрукты, свежие овощи. Это очень хорошо. Наш рацион может состоять во многом из овощей и фруктов. Мы получим витамины необходимые, будем здоровые и красивые. Да, в Египте достаточно дорогое мясо. Сейчас оно тоже подорожало. И хочу сказать, кто любит там свинину есть, не везде тут можно купить свинину. Также тут нет там колбас, всяких мясопродуктов, как у нас. Есть, но они, конечно, совсем другого качества. На мой взгляд, невкусные. Надо вот это вот учесть. Но хорошее мясо, хорошая курица. На базаре всегда есть свежее. Можно купить любую там птицу, живность. Все не замороженное. Очень полезное и тоже достаточно доступное. Молочные продукты в Египте хорошие, вкусные. Мне нравятся. Ну, вот такой момент творога тут нет. Наши люди уже знают, как его делать. И можно заказать. В интернете есть разные группы. Можно заказать и творог, и ряженку, и там другие брынзу, разные продукты. В общем, относительно того, чтобы как тут пропитаться тут можно нормально. И хорошо тут жить, не тратя очень большие деньги на питание. У Виктории есть несколько видео на тему, сколько стоит жизнь в Египте. Посмотрите их. Ну, сейчас цены изменились, надо к этому добавить сколько-то фунтов. Ну, вообще, в целом вы поймете, сколько же стоит тут жизнь, что тут можно купить. И вообще тут есть разные магазины, не бойтесь приезжать, думая, что тут ничего нет, дикая страна. Есть и большие супермаркеты, есть маленькие магазинчики на каждом углу, в которых хороший ассортимент, и все есть. И базары, и овощные лавочки, и мясные магазины, и молочные. В общем, можно купить все, что угодно, причем круглосуточно. Вот маленькие магазинчики работают круглосуточно. Здесь очень много разных пляжей, но об этом мы тоже покажем в следующем видео. Дорогие друзья, в следующий раз я сниму видео на тему, где же работают наши женщины. А чтобы не пропустить это видео и не потерять, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии. И самое главное, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать все мои новые видео, потому что со мной очень интересно. И с Аней тоже. До скорых встреч. Пока-пока. Супер-супер! Вау!